Доброго времени суток, вы на канале Голос Анха, и в сегодняшнем видео я расскажу про ближайшее полнолуние, которое произойдет уже 19 августа. В августе мы сможем наблюдать редкое астрономическое явление, известное как голубое суперлуние. Голубая луна – это четвертое полнолуние за 3 месяца астрономического сезона или 2 полнолуния за 1 календарный месяц. Суперлуние голубой осетр произойдет в 21:26 по московскому времени. Почему именно осетр? Название пришло к нам из индейских традиций, отражающих особенности времен года и луны. С древних времен многие племена, живущие на берегах Великих озер, считали август удачным месяцем для ловли осетра. Суперлуние – это момент максимального приближения Луны к Земле. В этом году первое суперлуние произойдет 19 августа, когда спутник Земли будет казаться на 7% больше и светить на 16% ярче, чем обычное полнолуние. Я рекомендую наблюдать Луну 18, 19 и 20 августа. Следующая сезонная голубая луна будет 20 мая 2027 года, а календарная 31 мая 2026 года. С точки зрения ведической астрологии, Луна управляет эмоциями, разумом и духом. Максимальное приближение Луны к Земле влияет на людей с депрессией, хроническим стрессом, усталостью и нестабильным психическим состоянием. Я отмечу, что влияние лунной энергии начинает ощущаться за 3 дня до событий, а особенно чувствительные люди за 7 дней до и после полнолуния. Голубая луна, находящаяся в Водолее, повлияет на общение, путешествия и получение знаний. Это время, когда люди смогут улучшить связь друг с другом. Голубая луна в Водолее может проверить человека с точки зрения приобретенных навыков и преодоления трудностей. Этот месяц – время завершения и подведения итогов сезона. В это время вы сможете понять, чего достиг человек, каковы его слабые и сильные стороны. Я также считаю, что это астрономическое явление влияет на самочувствие людей. Суперлуние – это время, когда активность Луны находится на пике, поэтому могут наблюдаться следующие эффекты – слабость, рассеянность и потеря концентрации. Как физическая, так и интеллектуальная работа становится более трудной. Тело и разум переходят в режим отдыха. Повышенная эмоциональная и физическая чувствительность. В такие дни мы склонны воспринимать все слишком серьезно и эмоционально реагировать на любую ситуацию. Тело становится более чувствительным, чем в другие периоды месячного цикла. Нарушение сна проявляется по-разному. Например, мы можем внезапно почувствовать сонливость в течение дня или с трудом засыпать ночью. Во время суперлуния чаще всего снятся яркие и эмоциональные сны. Голубая луна обладает мистическим свойством. Сны в это полнолуние бывают либо правительскими, либо осознанными. Люди в тонких измерениях могут чувствовать или видеть что-то во сне. В осознанных снах человек путешествует в другое измерение и узнает о своем будущем и тайнах жизни. Голубая луна очень негативно влияет на энергетических вампиров и людей с психическими заболеваниями. В это полнолуние могут обостриться жесткие отношения, психозы и алкоголизм, а бывшие любовники могут писать письма. Голубая луна может вывести этих людей из себя и подтолкнуть их к совершению какого-либо поступка. Поэтому будьте осторожны, устанавливайте правильные личные границы и не допускайте в свое поле негативных людей, активизированных Луной. Все мы разные, кто-то живет, почти не замечая магнитных бурь и астрономических явлений, а кто-то ощущает на себе все влияния лунного цикла. Поэтому я с 16 по 23 августа рекомендую увеличить время отдыха, свести к минимуму работу, требующую концентрации физической силы. Избегайте болезненных процедур, таких как стоматология или восковая эпиляция. Вместо этого сходите на массаж или спа-процедуры. Находите время для занятий, которое заряжает вас энергией и приносит радость. Не поддавайтесь на нападки и манипуляции, не ругайтесь. Старайтесь найти компромисс в любой ситуации. Не одалживайте и не занимайте деньги. А на сегодня это все и помните. В такое время, как полнолуние 19 числа, старайтесь уделять время медитации и духовным практикам, чтобы глубже понять себя и мир. До новых встреч!